Массовое отравление в детской больнице. Певцу Шарлоту грозит более 7 лет тюрьмы. Нападение на школу в Загребе. Всем привет, это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мы начинаем. Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости. 5 человек погибли, еще 26 пострадали. Об этом сообщает близкий к силовикам телеграм-канал МЭШ. Местные жители публикуют видео обстрела в соцсетях. Просто трэш. Нет, пока все проверили, никого нету. В детской городской больнице номер 11 Екатеринбурга массовое отравление пациентов кардиологического отделения. На данный момент известно об 11 пострадавших. В основном это дети от 10 до 15 лет. У них выявлены симптомы инфекционных заболеваний. В местном Минздраве сообщили, что все они изолированы. Их состояние, цитата, «ближе к удовлетворительному». Следственный комитет начал проверку. Число пострадавших от утренней атаки на Киев выросло до 10, 1 человек погиб. По данным местных властей, Россия выпустила по городу 8 ракет типа «Кинжал» и «Искандер». Всего удалось сбить 5 баллистических ракет и 40 беспилотников. Еще 20 дронов своих целей не достигли. Пострадали сразу несколько районов города, более 600 домов, а также несколько десятков лечебных заведений, школ и детских садов остались без тепла. Поврежден костел Святого Николая. Российская сторона прокомментировала утренний удар. Это, цитата, «ответ на недавнюю атаку западными ракетами по Ростовской области». Конец цитаты. Уже днем Украина снова подверглась обстрелу. На этот раз под удар попал Покровский район Донецкой области. В МВД Украины сообщили, что под огнем оказались саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Осколками повредил автомобиль, однако личный состав не пострадал. Ну а в соцсетях тем временем стало вируситься вот такое видео. Именно так уже в 3-й раз выглядит Новый год в домах мирных жителей, которых бомбит армия Владимира Путина. Сенсационное решение Центробанка по ключевой ставке. Банк России всех удивил и не стал повышать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 21%. На протяжении 1,5 лет страна жила в режиме повышения ставки и удорожания кредитов. При этом большинство аналитиков предсказывали рост ставки в декабре. Они называли вариант в 23%, а некоторые ожидали даже более серьезного ужесточения. В последние недели вокруг ставки развернулась настоящая схватка. Банкиры, главы компаний, члены правительства жаловались лично Путину на Эльвиру Набиуллину, писали Bloomberg. По данным издания, к жалобам на главу Банка России подключился даже премьер Михаил Мишустин. Следующее заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 14 февраля. При этом Набиуллина уже заявила, что в феврале ставка может быть повышена. А еще рассказала, чтобы она попросила у Деда Мороза. Чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста, я бы, конечно, попросила замедления роста цен, я думаю, как и все граждане. И, по сути дела, эти два желания, они совпадают в одном, это повышение благосостояния людей. Но я думаю, что кроме просьб Деду Морозу у нас есть в руках инструменты, чтобы этого добиться. Певцу Шарлоту запросили 7 лет и 5 месяцев лишения свободы. Его обвиняют в возбуждении ненависти, оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. Как сообщает издание 63.ru, ожидается, что приговор вынесут сегодня. Сам Шарлот говорит, что в СИЗО у него стало ухудшаться психическое здоровье. До этого у него было диагностировано биполярное расстройство. Напомню, уголовное дело против певца возбудили в ноябре прошлого года. Ему вменяют реабилитацию нацизма, возбуждение ненависти, оскорбление чувств верующих, а также уничтожение официального документа. Поводом стали ролики в Инстаграме, на которых Шарлот сжигал российский паспорт, рвал портрет Путина и просил украинские власти организовать для него концерт в Киеве. Общество «Мемориал» считает Эдуарда Шарлота политическим заключенным. И об уже осужденном политзаключенном Алексею Горинову снова не дают лекарства и одеяло. Об этом пишет телеграм-канал «Астра» со ссылкой на письмо самого Горинова одному из подписчиков. Горинов пишет, что в ответ на просьбу выдать одеяло фсиновцы, цитата, «делают круглые глаза и пытаются убедить меня, что других отличных от моего покрывала у них нет. Но если не раздеваться, то спать, конечно, можно». Конец цитаты. Также Горинову снова стали отказывать в лекарствах, которые необходимы ему из-за ухудшившегося в заключении здоровья. Также ему не дают видеться с родственниками. Еще одна цитата Алексея. «Я так и не смог понять, к чему такие мелкие пакости. Возможно, сотрудникам ИК от этого легче спится». Конец цитаты. Напомню, Горинова осудили на 7 лет по делу о так называемых фейках и еще на 3 года за оправдание терроризма.
В Хабаровске в день чекиста открыли памятник Феликсу Дзержинскому. Его установили неподалеку от местного управления ФСБ. Телеграм-канал «Говорит не Москва» пишет, что на торжественном открытии присутствовали сотрудники спецслужб, чиновники, ветераны и кадеты местного лицея. Интересно, что ранее ни о каких торжественных мероприятиях по поводу открытия бюста не сообщалось. С инициативой увековечить память основателя ВЧК выступила ветеранская организация Краевого УФСБ. Местные активисты либертарианской партии выступали против установки памятника и даже запустили петицию. Однако ее подписали меньше 100 человек. Пожар в изоляторе, где содержались военные, не желавшие воевать в Украине, устроили сами же военные. Так заявили агентству РИА Новости в МЧС. Я напомню, ночью в якутском изоляторе погибли в пожаре 5 человек. Еще 7 попали в больницу с симптомами отравления продуктами горения. Ранее в фонде «Свободная Якутия» сообщали, что военных здесь бьют, пытают, не дают выйти в туалет и встретиться с родственниками. В том числе в качестве метода психологического воздействия людям на полную громкость включали песни шамана. В хорватском Загребе произошло нападение на школу. Подросток с ножом ранил 7 человек в начальной школе. Один из них скончался. Сейчас вы видите кадры, как дети убегают от убийцы. Преступника задержали. Перед этим он пытался покончить жизнь самоубийством. Что ж, друзья, это все новости, о которых я хотел рассказать. Не уходите от нас без лайка, комментария и подписки. Смотрите и другие видео на нашем канале. Ну и берегите себя.